Итак, мы продолжаем. И самое основное, что нужно сделать, когда мы, буду повторять и повторюсь не раз, рассказываю о своем опыте и о том, как я подхожу к работе над проектами. Итак, нам дали задание сделать тест сайта, написать автотесты на сайт. Сайт следующий. Demo QA делаем у меня. Итак, этот сайт, на который нам необходимо написать фреймворк. Что же мы видим здесь у нас, на что нужно обратить внимание и на сайте, и на что нужно обратить внимание в своем фреймворке. Сначала, конечно, перейдем к нашим рабочим инструментам, к нашему фреймворку. Для начала я рекомендую создавать всегда каркас, так как мы будем работать по паттерну Page Object Model, то можно заранее расписать уже необходимые нам папки и некоторые файлы. И что же это за папки и файлы будут и какие они должны быть? Первое, что здесь нужно из папок добавить, первая папка, первая директория у нас будет pages, то есть страницы. Естественно, у нас, как можно видеть, опять-таки смотрим, есть ли у нас здесь разные страницы. Первая страница, допустим, текст-бокс. Вторая страница, чек-бокс, радио-баттон, links и так далее. То есть каждая, грубо говоря, кнопка – это отдельная страница на сайте с отдельным адресом. И, что немаловажно, что-то общее это все дело объединяет, но есть отличающие содержание, их отличающие друг от друга. Вот поэтому у нас, конечно же, есть страничка, должна быть директория Pages. Затем немаловажно создать директорию Locators. Локаторсы, значит, папка локаторсы будет хранить файлы, которые будут содержать необходимые нам локаторы, которые мы прекрасным образом будем находить с помощью замечательного DevTools в Google Chrome. Вот, я его немножко перемещу вниз. Вот таким образом. И то есть здесь мы ищем локаторы, условно там хотим найти, где находится input для full name, смотрим его, вот он input, там placeholder, type text и ID username. Вот ID username в данном случае это будет конкретный универсальный локатор для input full name. И вот подобные элементы мы будем добавлять в папку в директорию locators. Вот. Но особенность, это обусловлено тем, то есть в дальнейшем сейчас посмотрим, что же такое Page Object Model и чем он нам будет полезен. Как минимум, как можем мы видеть, у нас разграничиваются такие понятия, как страница, локаторы. И также у нас будет, конечно же, одна из важнейших и нужных директорий – это tests, то есть наши тесты, которые будут храниться в этой папочке, в этой директории, с которой можно взаимодействовать. Также я добавлю еще некоторые две директории, но чуть позже, для того, чтобы… дальше я, соответственно, постепенно расскажу. Далее, необходимо также добавить файл, который будет называться requirements.txt. И да, здесь мы спрашиваем, добавлять его в Git. Да, этот файл добавить в Git следует. Дело в том, что этот, если вы не знакомы, это прекрасный файл, который может хранить в себе библиотеки, библиотеки, пэкэджи, фреймворки, которые мы используем для работы здесь на нашем проекте, для того, чтобы человек мог скачать с гита, или, например, вы на другой компьютер, скачиваете этот проект, запускаете в консоли команду по инсталлу requirements, и у вас все, что здесь будет описано, все библиотеки, какие здесь будут описаны, мы их будем постепенно добавлять.
они автоматически будут устанавливаться на в ваше виртуальное окружение. Вот, поэтому это нужный файл. Постепенно мы его будем заполнять. Ну, так как проект не особо масштабный, небольшой, здесь, я думаю, разных зависимостей библиотек будет немного. Далее. Далее нужный и необходимый файл – это conf-test. Его следует класть в корневую папочку, так как этот файл, по-другому, ну, это вообще локальный плагин для для PyTest. Он позволяет нам, ну, в нашем случае мы его используем для того, чтобы писать фикстуры, которые будут использовать, каждый из тестов будет использовать эти фикстуры. Фикстура у нас здесь будет одна на нашем проекте, а это будет фикстура нашего драйвера, нашего браузера, то есть фикстура, которая будет запускать веб-драйвер, будет хранить в себе экземпляр веб-драйвера, и после завершения тестов она будет этот веб-драйвер закрывать, то есть браузер будет закрываться. Далее, небольшой костяк такой из необходимых файлов и папок у нас есть, но посмотрим, что же дальше, что же нам стоит еще добавить. Опять обращаемся к сайту и смотрим, убеждаемся в том, что у нас есть нечто одинаковое здесь. Во-первых, это левая панелька одинаковая, то есть у нас в общем общий вид одинаковый, меняется только вот содержание всех вот данного участка страницы, данного такого main div основного. Он здесь всегда разный, но у нас есть обязательные важные функции, которые мы будем использовать везде. И эти обязательные функции, такие как, например, выбрать, найти элемент, перейти к элементу, там, условно, перетащить один элемент в другой, например, как происходит это здесь, там, например. Все вот эти вот моменты, они являются общими и универсальными для каждой из страниц. Поэтому нам необходимо, следует создать такую страницу в пейджах, то есть первая наша основная страница, она будет называться basepage. basepage.py. И, конечно же, да, мы добавляем тоже ее в гид. Здесь у нас будет вся эта основная информация. Поговорим о том, что здесь должно находиться у нас. Здесь будет одна единственная фикстура. Фикстуры, они у нас это некие такие функции, некие декораторы, благодаря которым функция, которая помещена в фикстуре, то есть уже она является фикстурой, позволяет нам выполнять что-либо до теста, либо после теста. Вот, поэтому первая и единственная в нашем случае фикстура, это будет у нас, я называю это dev-драйвер, то есть у нас будет функция, которая создает драйвер и открывает его, затем после выполнения теста закрывает. Процесс, точнее этап завершения, вот когда тест завершился, у нас называется teardown, когда тест только начинает формироваться, сетап. То есть условно в сетапе мы открываем, создаем браузер, в teardown мы его закрываем. Для того, чтобы сделать функцию фикстурой, мы прописываем такой декоратор. Но мы видим, что у нас PyCharm ругается на PyTest и говорит о том, что у нас не импортирована такая библиотека. Мы можем удобным способом это сделать таким вот образом и устанавливаем библиотеку PyTest. Можно было здесь прописать pip install PyTest. То же самое сработало бы, мы установили бы эту библиотеку. Вот, соответственно, вот у нас
происходит. Я думаю, эта конструкция уже здесь не обязательна. И здесь почему-то опять IDE под сомнением пишет у нас подчеркивание, но это подчеркивание очень полезно. Оно нам предлагает добавить импортированный package в requirements. Мы говорим, конечно, добавь. И все это у нас добавляется. Вот теперь у нас в requirements появился PyTest. Вот и постепенно так у нас будет пополняться наша линия. Мы же не знаем сейчас, с какими библиотеками мы будем работать. Все идет постепенно. Вот сейчас нам необходим вот PyTest для того, чтобы сделать фикстуру. Фикстура тоже имеет некие свойства. Первое одно из свойств — это scope. Фикстура имеет scope. Это важный момент. Я буду как бы использовать function, но я написал по дефолту фикстура всегда имеет scope function. Но я здесь конкретно написал его для того, чтобы обратить ваше внимание. Можно с помощью Ctrl и левой кнопкой мыши переместиться в нашу фикстуру. Я неправильно написал, прошу прощения. Вот, значит, мы таким образом прописываем фикстуру, scope, и перемещаемся сюда. То есть мы видим, что внутри этой функции фикстура, много есть разной информации, и о ней можно почитать, что, для чего и как делает наша прекрасная фикстура. Вот параметр scope, и что он выполняет, описано здесь. Вот, соответственно, я использую по дефолту именно, вообще не как бы здесь, и в данном случае я использую scope function, поскольку мне необходимо, я хочу, чтобы мой драйвер, мой браузер открывался в сетапе и закрывался в тирдауне каждого теста. То есть не класса, не модуля, а именно каждого теста. Для того, чтобы тесты были максимально независимы. Везде делают по-разному, где-то необходимо, чтобы драйвер открывался в определенном тесте. В тесте, в классе, например, тесты между собой связаны, они зависимы, и необходимо, чтобы браузер не закрывался, а был всегда открыт. Здесь у нас в тестах такой необходимости нет, вот, поэтому у меня всегда будет открываться и закрываться браузер. Дальше вы сейчас увидите об этом, речь. Далее что мы пишем? У нас есть браузер, нам нужно прописать здесь драйвер. Нам нужно веб-драйвер. Веб-драйвер, он у нас лежит, то есть у нас нет такого, и пэкэджа у нас нет такого. Веб-драйвер у нас лежит в Selenium. И вот здесь, например, мы вот так вот пропишем. Помним, чтобы здесь у нас было виртуальное окружение активировано, активно. И мы здесь прописываем pip install Selenium. Самое важное, одно из самых важнейших. И давай устанавливайся. Все у нас там поехало. Вот. Значит, все у нас там произошло. Это дело успешно. Говорит, что надо нам обновить, апгрейднуть наш pip. Но я этого делать не буду. Лишний раз на это время тратить. И нам нужно, значит, from, то есть из Selenium мы импортируем WebDriver. И вуаля, у нас все удалось, только сейчас нам надо немножко дальше продвинуться. Хочу сейчас записать Selenium нам в requirements. Окей, все, записали. И работаем с этим дальше. Далее что у нас? Значит, WebDriver. WebDriver какой? У нас будет Chrome. Мы будем использовать Chrome. Есть разные способы. То есть для того, чтобы использовать наш браузер, нам необходимо установить, как-то заиметь, скачать сам драйвер менеджер, сам WebDriver. Есть несколько вариантов.
Есть вариант, когда вы скачиваете отдельно программку WebDriver, кладете ее куда-то и прописываете здесь путь к ней. Вот. Но я по этому пути не хожу, по крайней мере в данном нашем случае. Я использую специальную библиотеку, написанную специально для того, чтобы WebDriver скачивался автоматически. Воспользуюсь данным. Открываем также Settings или Preference, по-моему, в Mac. Далее затем мы нажимаем добавить, то есть плюсик. Нам нужен WebDriver Manager. Вот, WebDriver Manager. Если вы, допустим, не знаете, что это за библиотека или как с ней работать, вы нажимаете вот на эту ссылочку. Ссылки везде есть разные, чаще всего с описанием, но осторожно, все подряд лучше не скачивать. Там может быть, можно на что-нибудь донарваться, но лишний раз стоит проверить. Итак, как бы здесь я уверен, потому что я всегда использую эту библиотеку, она мне не смущает. Все установили, и нам нужно посмотреть, мы не знаем, как с ней работать. Мы переходим сюда в GitHub, открывается страничка, и тут подробнейшая инструкция. Тут даже вот описано до. Мы должны были скачивать Chrome драйвер, значит, в архиве, там хранить на своем PC, добавлять путь к этому драйверу, и должно все это выглядеть вот так вот. Вот, ну да, это очень, значит, скучно, и благодаря тому, что мы сейчас установили, вот мы используем Chrome, use with Chrome, мне достаточно использовать вот эту строчку. Chrome Driver Manager и Install. То есть каждый раз при запуске, при вызове нашей фикстуры драйвер у нас будет скачиваться и устанавливаться WebDriver. И если он уже скачан и установлен, то он будет браться из кэша. Поэтому просто простым и легким движением Ctrl-C, Ctrl-V, либо Command-C, Command-V мы переходим, значит, в наш замечательный. Далее писать фреймворк. Вот это все дело удаляем. И делаем Ctrl-V. Все. У нас все готово. Единственное, что у нас не добавлена эта библиотека. Ну, ее импортируем. Все, теперь точно уже готово. Так. Далее, значит, нам нужно прописать это WebDriver Manager. И какая у нас там версия? Версия 3.5.4. 3.5.4. Вот, добавили. Вот, здесь теперь у нас все есть. После этой команды, благодаря вот этой команде, у нас запускается и открывается наш браузер. Далее я хочу порекомендовать вам использовать такую функцию, которая нам весь браузер открывает по всей длине экрана. Называется она у нас Maximize Window. Опять-таки можно упасть сюда. Maximizes current window that WebDriver is using. I'm sorry for my English. Is my произношение. В общем, не берите в голову. Здесь этой самой командой мы открываем браузер на весь экран. Далее нам нужно использовать... Это сетап. Это то, что происходит перед тем, как начинается выполнение нашего теста. Затем мы используем такую нехитрую конструкцию, как yield. И используем его следующим образом. Нам нужно драйвер quit, то есть закрыть. Если вам необходимо что-либо выполнить в teardown фикстуре, то прописываем yield, и после завершения всего теста у нас будет закрываться браузер. И теперь давайте проверим, чтобы это все дело работало. Но прежде всего нам нужно простроить нашу базовую страничку. Итак, мы создали простую фикстуру, которая выполняет функцию открывания
браузера и его закрывание. И теперь нам нужно приблизиться еще к нашему продвинуться в построении нашего фреймворка. Следующее, что нам необходимо создать, реализовать нашу базовую страничку. Базовая страничка наша, она будет, конечно же, использовать наш прекрасный драйвер. И базовая наша страничка base page, она будет представлять собой класс, от которого будет наследоваться все остальные наши странички, то есть такая самая основная. Здесь мы пропишем нам init, здесь мы прописываем драйвер, здесь мы прописываем URL и указываем, что наш... Опять-таки, это все вещи, которые сейчас, если вы их не знаете, изучите, посмотрите, погуглите, потому что это такие базовые понятные вещи, они никак не связаны узко с тестированием, просто нам нужно создать и объявить эту данные переменной. Так, далее, момент. Далее будет наша первая функция действенная. Что же нам нужно? Самое главное, нам нужно открыть. То есть открыть конкретный URL. То есть добавить его в команду, то есть чтобы у нас открылся так браузер, сюда вставилась какая-то ссылка и все дело открылось. Вот. Для этого мы создаем нашу функцию, которая будет называться очень прозаично open. Вот. Ну и, конечно же, всегда наше self слово. Далее self, драйвер. Здесь мы используем get self URL. И теперь уже есть возможность проверить, работает ли это или не работает. Итак, нам нужно в тесте создать... у нас самый первый тест у нас будет называться элемент. Elements тест. Вот поэтому мы здесь создаем elements тест. Точка P уже не нужна. Вот, да, добавляем это сюда. Здесь нам необходимо, в нашем тестах элементов, для того, чтобы вызвать конкретный тест, проверить, чтобы он там работает или не работает. Можно там прописать, например, def, условно, def test, затем драйвер, затем, допустим, page у нас будет, у нас же base page, base page. Так, сначала у нас драйвер идет, потом у нас идет URL, пусть будет google.com. Импортируем наш base page, то есть вот у нас прописывается, и page open. Вот у нас готово. Сейчас мы это запустим, у нас откроется, я здесь напишу timesleep, чтобы мы увидели, потому что у нас в teardown потом закроется все это дело. Условно там, допустим, 3 секунды. И запускаем. Так, ошибка атрибута, что он делал? Значит, он его не видит, то есть проблема у нас, что нет атрибута get у non-type, то есть драйвер сейчас как non-type. Почему? И здесь у нас не указан драйвер, то есть мы должны прописывать вот таким образом. В таком случае весь процесс, в таком случае у нас драйвер будет работать. Ведь мы используем yield, это как return, то есть типа верни драйвер, а я здесь не указал, чтобы он вернул, и он, соответственно, ничего не вернул. Вот. Но если у нас после return мы ничего больше не делаем, он возвращает, функция кончилась, то после yield нам возвращается
объект. И дальше он еще как бы, происходит процессы, но в данном случае после teardown. И следующий процесс это будет закрытие. Ну и теперь давайте уже наконец-таки откроем, запустим наш этот замечательный тест. И та-дам! Вот у нас сейчас открылся Google, все нормально. Ждем 3 секундочки, и он должен закрыться. И он сам закрылся, все, типа тест прошел. Ну, конечно же, все вот это нам здесь не нужно, потому что у нас будет другие тесты, у нас будет Elements, а не Base Page. Base Page мы будем использовать только как подготовительный. Вот. Поэтому поставьте видео на паузу, приведите мысли в порядок, выпейте чай, кофе, и затем мы продолжим.